Всем здравствуйте! В этом видео я покажу разгон видеокарты GT 330M, докуда вообще ее можно разогнать и некоторые проблемы, связанные с частотой кадров. В общем, начнем. Итак, вот стандартные частоты без разгона. Видеокарта уже загружена 99%. И насчет загрузки видеокарты. В общем, просто запущенный OBS Studio съедает как максимум 20% производительности видеокарты. Ну, как сказать, производительности. В общем-то, нагружает на 20%. Поэтому FPS в играх снижается. Вы должны, в общем, держать это в голове. Еще используется запись с экрана, которые загружает процессор. Но, в общем-то, это не сильно влияет на FPS, сама загрузка процессора. Потому что процессор нагружается за OBS Studio всего лишь где-то на 20%. И то не все ядра. Так что это не сильно влияет. В общем, хочу показать, сколько FPS в этой игре. Смотрите. Вот здесь 20 FPS. Разгоняем видеокарту до определенных частот. Вот сейчас я вам покажу, таких частот можно разогнать эту видеокарту, чтобы она не глючила. Чтобы ничего не отключалось, не вырубалось, все работало. Это очень высокие частоты уже, довольно сильно разогнано. Однако вообще можно разогнать вот до таких частот, и ничего не будет лагать и виснуть. Но сейчас у меня идет запись экрана, поэтому все будет лагать, виснуть, отключаться и не работать. Поэтому частоты я снижу немного. В общем, вот так. Должно работать стабильно. В общем, смотрим. FPS как бы не сильно возрос. Но стало как-то плавнее. Еще раз для проверки. Ставим дефолтные настройки и смотрим. Видим, что как-то FPS уже как-то меньше его. Чувствуется, что FPS мало. То есть сюда смотрим, вот есть небольшие лаги. Но в принципе FPS не сильно возрос. Хорошо, можно проверить еще таким образом. Подлетим к этим небоскребам, там FPS очень сильно снижается. Очень. Поэтому сможем проверить еще более наглядно. В общем, мы все увидели. Снова разгоняем. Возможно, вам интересно, какие настройки графики в этой игре. Я сейчас вам покажу, но это не сильно имеет значение, потому что мы проверяем просто разницу в FPS, а не саму вообще производительность. Как бы мы просто смотрим разницу в разгоне и без разгона. Видим, что стало стабильнее, FPS уже не так сильно снижается. То есть вы видели, снижался он аж до 13, сейчас, ну, стабильнее. Это прям довольно-таки заметно, я скажу вам так. Хорошо. Мы увидели. Вернем все в стандартное значение и проверим другую игру. Да-да, эту игру. В общем-то, тут OBS Studio съедает где-то 20 FPS. Ну, как минимум 15 съедает. Вот вы можете заметить, что нагрузка на видеокарту сейчас 15-19% было. Это как раз OBS Studio. В общем, 30 FPS. Выйдем, зайдем. 40. 41. Хорошо, мы увидели. Мы все увидели. Теперь слегка разгоним. Хорошо. Вот, смотрим. FPS повысился где-то на 7.
в среднем на 6. Так, 10. То есть 50 FPS уже. То есть где-то на 10 повысился. Ну, в среднем. В общем-то, можно сказать еще то, что повышение частот вот этих влияет на скорость обработки информации. Ну, само собой. То есть, если мы вот так переходим туда-сюда, то оно все у нас, вся локация прогружается быстрее, когда мы вот так поворачиваемся. В общем, в этой игре, ну и как во многих других, все как работает. То есть, если вы поворачиваетесь в какую-то сторону, то FPS снижается, но через некоторое время он как бы восстанавливается, повышается. Потому что, ну, локация, куда мы повернулись, то есть, ну, угол, в который мы смотрим, мы повернулись, он прогружается, и через некоторое время загружается. И вот разгон помогает быстрее все это загрузить и повысить FPS. Сейчас загрузим миссию, допустим, вот эту. Еще можно сказать, что высокая загрузка процессора может пагубно влиять на производительность в игре. А на что конкретно? То есть в игре все может медленно прогружаться из-за того, что процессор сильно загружен. То есть процессор, он отвечает за то, чтобы какие-то текстуры, что-то там грузилось в видеокарту. Потому что это математические расчеты, как, куда, зачем. В общем, она определяет, каким образом, что к чему. Сейчас я вам покажу разницу в FPS. Вот, допустим, вот, смотрим на мост. 30. 31. Поворачиваемся. FPS не сильно снижается. В общем, стабильно работает все. Видим, что разница практически никакая, только в 10 FPS. Стабильность тоже нормальная. При этом процессор загружен, но не полностью. Как бы 80-90, но не 100. Не постоянно 100. Так что загрузка не полная. Если бы загрузка процессора была полная, то, скорее всего, все бы лагало. Каждая текстура только повернулись, она мыльная, не прогруженная. То есть любая новая текстура, которая еще не загружена. В общем, увидели еще раз для проверки. Добавляем частоты, то есть повышаем. В чем вообще смысл разгона? Для некоторых людей разгон не имеет смысла. Почему? Потому что у них мощные компьютеры, и им и не надо больше. А может, им хватает этого FPS. Однако у некоторых людей, возможно, у вас или у тебя, в играх FPS невысокий. Поэтому хочется, ну, как-то получить побольше его. Потому что, ну, неприятно играть. Но, однако, большинству, думаю, хватит и 30 FPS. Кто-то при разгоне их получит, а кого-то уже есть. В общем, вы можете видеть, что компьютер греется аж под 80 градусов. Это, я скажу вам, ничего страшного. Для каждого вообще отдельно максимальная критическая температура, но вообще лучше 80 не допускать. А почему ничего страшного? Потому что вы легко можете купить термопасту, которая лучше будет MX6 хотя бы. Такая термопаста, скорее всего, будет охлаждать этот, ну, ноутбук примерно с такой же, ну, как бы системой охлаждения, так же эффективной, как у меня. Также будет, ну, охлаждать лучше, чем у меня, то есть температура будет меньше. У меня, то есть, охлаждение, оно на 79 градусах начинает на максимальной мощности работать. И, ну, этого вроде хватает, чтобы не сильно пригревался ноутбук. Но лучше, конечно же, не допускать таких высоких температур, я вам так скажу. В общем, мы видим, что FPS разнится, и есть некоторые различия. В общем, мы вроде как все увидели.
Возможно, у вас появятся какие-то вопросы, что-то там я вам не показал или еще что. Или можете меня поправить, если я в чем-то ошибаюсь. Легко и просто напишите в комментариях. И все. Я приму любую критику, если она будет обоснована. В общем, отключимся на невероятном месте. Потому что здесь, вот, видите, красиво. Закат. До свидания.